Привет, дорогие друзья! Меня зовут Оля, вы на моем канале о стильном рукоделии. Спасибо, что смотрите мои видео, подписываетесь, ставите лайки, оставляете комментарии. Мне это все очень приятно. В этом видео речь пойдет о моем новом джемпере. В одном из прошлых видео я рассказывала о том, что я его вяжу, показывала моточек и обещала показать результат. Результат получился очень классный, мне очень он нравится. Сейчас покручусь для вас. If you OPN, engaging you's on my agenda. Request my chariot, get ya. The door's OPN. Take that hot road and hop in. Monarch butterflies, you should open up. I'm trying to put your heart together, found it broken up. Going up in smoke, smoking up. Make sure the children in the house, she's inappropriate. The way she's approaching us, I disassociate. Exfoliate, the renegotiate. Как вы уже поняли, этот джемпер связан в технике Color Blocking, и связан он из пряжи Light Luxury от Rico Design. Сейчас у меня тут осталась этикетка, и сейчас я прочитаю состав. 74% альпаки, 22 шерсти, 4% нейлона. Метраж 130 метров на 50 граммов и рекомендованный номер спиц 6. У меня на этот джемпер ушло примерно 315, наверное, граммов пряжи, 3 мотка цвета антрацит номер 029 и 3 мотка вот этой желтенькой пряжи номер 030. Также я, как уже показала, вплела ниточку люрекса. Сейчас вы знаете, что очень моден блеск, и я решила отдать дань моде и вплела эту ниточку, чтобы джемпер получился более интересным. Это мой второй джемпер из этой пряжи. Первый джемпер цвета патина я показывала в одном из предыдущих своих видео. Ссылку на него оставлю в инфобоксе, либо здесь всплывающую сделаю. Этот джемпер связан на спицах 6, рукава и внизу резинка на 5,5, а горловина связана сначала на 5, а потом на 4,5. Вообще сначала я горловину связала на 5,5 и 5, но мне показалось, что она такая широкая, и эта пряжа достаточно плохо держит резинки, поэтому я перевязала горловину. Этот джемпер получился очень теплый, очень уютный, мягкий, нежный. Джемпер полностью связан отдельными деталями, снизу вверх. Рукава тоже связаны снизу вверх. Я, как обычно, сделала скос плеча, сделала небольшой окат рукава и потом все это сшивала. Когда я вязала, я постаралась рассчитать пряжу так, чтобы она вся ушла на этот джемпер и ничего не осталось. Вообще это достаточно сложно посчитать, когда вяжешь снизу вверх отдельными деталями, посчитать точно так, чтобы вся пряжа ушла. Но здесь у меня получилось, что она не просто вся ушла, а что после сшивания деталей каждого цвета этой пряжи осталось вот буквально прям по несколько сантиметров. Это, конечно, удивительно. Вообще в процессе, когда я вязала, я очень переживала, что пряжи не хватит, хотя у меня были расчеты. Но моточек такой пухленький, и все время, когда уменьшается, кажется, что не хватит, а оказывается там как бы еще достаточная длина. И я, конечно, все время сравнивала с весами, взвешивала остаточки, и разумом я понимала, что должно хватить, но все равно очень переживала и боялась, что мне придется перевязывать, потому что, альпаку перевязывать как бы не очень здорово, она все-таки после того, как ее распускаешь, она немножко подваливается и уже немножко другой эффект. Но хотя я распускала, и здесь вот у меня не сразу горловина получилась, то есть один раз я вот одну сторону распускала. Мне настолько нравится эта пряжа, что я не только из нее связала второй джемпер, но у меня в процессе третий, и еще я купила 3 моточка этой пряжи дочери на джемпер, чтобы сейчас ранней весной одевать под ветровку.
И теперь как раз можно перейти к процессам и планам. Эти планы и процессы на ближайшие несколько недель. Сейчас покажу. Сейчас я поближе все подвину, чтобы мне удобно было. Начну с белого джемпера из альпаки. У меня уже связана спинка. Вот она. Этот джемпер будет самый длинный из всех, и в нем будет изюминка. Кто подписан на меня в инстаграме, может быть, догадается, в чем его изюминка, а кто не подписан и не видел, тогда для вас это будет сюрприз. Нажимайте на колокольчик, и чтобы не пропустить видео об этом джемпере. На него у меня куплено 7 мотков, планирую его с горлом. Следующее, что хочу показать, это вот те моточки, которые я купила своей дочери на джемпер. Купила этой пряжи тоже Light Luxury. Купила 3 моточка. Вот так покажу, чтобы был виден цвет. Надеюсь, хватит. Тоже планирую снять по нему видео, когда будет готов. И третье, что хочу показать, это мой процесс вязания бактуса зеленого цвета, очень-очень классный бактус. У меня связана шапка уже из этой пряжи, пряжа Султана Fine от Rowan. Шапку вот такой помпушечкой я связала, и очень хочу быстрее довязать бактус, чтобы успеть поносить хотя бы несколько дней, потому что у нас весна идет полным ходом, за окном большой плюс, по-моему, плюс 5 сегодня, солнце светит, и хочется быстрее в этом году еще успеть это поносить. На этом все мои процессы и планы заканчиваются. Хотя нет, для любителей шить хочу сказать, что я сейчас в процессе пошива постельного белья. Это мой первый опыт, я активно изучаю, как это сделать. И планирую тоже снять видео о том, что у меня получилось. Поэтому, если вам это интересно, нажимайте на колокольчик. И вообще я буду стараться снимать видео обо всем, что у меня получается связать, сшить, так что не переключайтесь. Дальше я вставлю фотографии этого джемпера, нашей фотосессии. И если вам понравилось это видео, в чем-то было полезным, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И всем пока-пока!